Так, в этом уроке мы с вами поговорим про казуальную стилистику и как сделать так, чтобы у нас переходы между тенью и светом были наиболее плавными. И это очень сильно помогает нам при работе с цветом, но об этом чуть попозже. Начнем мы с того, что, во-первых, в казуальной стилистике очень важны штрихи и насколько они плавные и чистые. То есть, если мы на примере вот этого шарика начнем вместо таких ровных штрихов, начнем очень маленькой кистью рисовать эту тень, то у нас получится штрихи, которые будут накладываться друг на друга. И здесь очень много нам опыта понадобится для того, чтобы очень ровно в итоге это получилось. Нам приходится это все смешивать, и в итоге у нас очень реалистичная картинка может получиться, потому что нужно учитывать все цвета, которые вы смешиваете, нужно смотреть, насколько они сочетаются там, и так далее, чтобы не получить грязные цвета. И это все очень муторно и сложно, но в казуальной стилистике желательно все делать очень простыми движениями. Например, если это штрих в виде тени, то желательно его делать одним взмахом кисти, то есть вот таким вот образом. Но проблема заключается в том, что когда мы делаем это все одной кистью, у нас получается не очень проработанные пиксели. В том плане, что если мы в черно-белом варианте, наверное, будет более явно. Сейчас я выбрал обычную кисть круглую с размытыми краями, но они здесь более-менее плотные, но в принципе для демонстрации нам пойдет. Если я сделаю вот такой переход, то в ЧБ опять же это смотрится нормально, но если мы начнем это все рисовать в цвете, к примеру, у нас будет с вами фиолетовый шарик, и если мы захотим сделать какой-нибудь светлый участок, подберем с вами цвета и, например, сделаем светлую сторону, нарисуем светлую сторону. И, как видите, здесь нам придется еще больше прорабатывать и в тени тоже, потому что вот этот сам переход, он недостаточно плотно выглядит, потому что при переходе от светлого к темному мы будем видеть с вами небольшое затемнение. То есть мы должны с вами показать такое затемнение, когда мы рисуем вот с помощью такой кисти. Вот так она выглядит более реалистично, потому что мы здесь видим вот эту вот темную полосу на границе. При этом у нас есть микс такой между плавными кистями и жесткими кистями. Вот. Это занимает очень много времени и требует очень много опыта, поэтому таким вот способом очень сложно рисовать. Даже если мы хотим какой-то блик нарисовать, нам нужно не просто какой-то самый светлый участок обозначить, нам нужно еще сделать таким образом, чтобы края этого блика, они были еще более плотными. Возможно, на записи вам не будет сильно видно, потому что не все пиксели очень качественно передаются на видео, поэтому вы можете этот файл скачать и приблизить и посмотреть на два варианта. Если мы посмотрим с вами, давайте в ЧБ переведем, если мы посмотрим с вами на два вот этих варианта, вот в этом шарике я очень много действий сделал, чтобы вот этого добиться, чтобы у нас был такой вот переход темный по форме шарика. Но вот этот вариант я сделал гораздо быстрее, потому что использовал ту кисть, которую я изначально заготовил. И мы будем использовать с вами вот эти кисти, которые вы скачаете. Их всего там 5 штук нам понадобится для того, чтобы обозначить полностью объем любого предмета. И сейчас, если мы, например, сделаем то же самое с помощью наших кистей, то мы, получается, берем изначально, например, вот эту кисть. Она не сильно жесткая, но при этом не сильно плавная. Здесь они рассортированы по жесткости. Вот это самая жесткая, это более плавная, и вот эта кисть, она для общего градиента. Но мы по всем трем еще пройдемся. Вот мы взяли с вами средней жесткости кисть, и она нужна нам в первую очередь для того, чтобы сделать основную теневую часть. И мы берем с вами, рисуем вот такую тень.
И у нас уже, как вы видите, вот здесь мы можем такую увидеть более темную грань. На самом деле это иллюзия, она на самом деле не темнее, чем вот этот цвет. Но у нас такое впечатление складывается, потому что вот здесь вот плотнее пиксели. Они более жесткие получаются и очень плавно уходят вот сюда, в светлую сторону. За счет этого у нас получаются более правильные тени. Но опять же, если вы начнете этой же кистью очень мелко штриховать, то тоже очень странно будет выглядеть. И если вам нужно еще больше подчеркнуть рефлекс, то мы просто с другой стороны увеличиваем эту кисть и там можем таким же образом сделать вот такой переход. Сейчас вот в черно-белом варианте это, возможно, не сильно выглядит, там большая разница, как будто, да, по сравнению с предыдущим. Но если вы, опять же, скачаете этот файл и попробуете скачать вот эти кисти и попробуйте все три, то вы увидите большую разницу на самом деле. Особенно эта разница видна, когда вы будете с цветом уже работать. То же самое с бликами, то есть вам не нужно там прорисовывать какую-то плотность кисти, вы можете просто выбрать более жесткую вот эту кисть, да, тоже заготовленную, и у него уже блик такой более плотный получается. То же самое можно рассмотреть на примере в цвете. Здесь вот мы можем увидеть несколько слоев. Это блик, это у нас дополнительный источник света. Здесь у нас общий градиент, он на самом деле сделан с помощью оверлея, но в целом вот и без него оно уже выглядит натурально. Вот эта вот часть, где у нас теневая переходит часть в светлую, и на самом деле вот это делается всего одним слоем, то есть вот этим. И опять же, здесь у нас нарисовано вот этой кистью средней жесткости, и у нас здесь есть такой вот плотный переход от тени к свету, но и в дополнение здесь еще есть очень много на самом деле деталей. Вы опять же, когда скачаете этот файл, приблизите и увидите, насколько там очень мелких много деталей. На самом деле из-за вот этой плотности оно как раз таки выглядит реалистично. Вот. При этом из-за того, что вот эти тени реалистичные, когда вы добавляете яркие цвета, на самом деле это и придает казуальность картинке, потому что ровные штрихи, вы сильно не прорисовываете текстуру. Это очень хорошо видно на вот этом примере, потому что здесь, по сути, текстур очень мало. Из текстуры на вот этом бэкграунде синим здесь только вот эти полосы. То есть, по сути, если их убрать, да, у нас сплошная заливка цветом и сплошной градиент получается. То же самое на вот этой деревянной подставке. У нас здесь есть просто линии, просто какие-то круглые части, да, царапины, там, вмятины и так далее. Но она уже смотрится, во-первых, казуально, во-вторых, по цветам и по теням все довольно проработанно выглядит, тем не менее. То есть не нужно в этом случае там каждый пиксель прорисовывать. Это на самом деле очень много времени занимает, и стилистика у нас может получиться не сильно казуальная. И мы сейчас еще на вот этом примере попробуем. Ну, вот здесь вот две простые формы еще есть. Общий градиент, который мы нарисовали с помощью вот этой кисти. То есть это самая плавная кисть из всех моих заготовленных. То есть мы можем просто взять размер побольше и делать очень плавные кисти. Опять же, на практике, когда вы его скачаете, этот файл, вам будет более, ну, как бы, вы более явно увидите, насколько они плавные на самом деле. И опять же, когда вы будете работать с цветом, это еще больше отразится на стилистике, и ваши цвета, они будут больше сочетаться, и вы с меньшей вероятностью получите какие-то грязные цвета, особенно если вы будете работать с палитрой вот в этой вот верхней позиции, где у нас в основном все цвета более яркие. То есть от плавности вот этих градиентов на самом деле зависит сочетаемость цветов там, и так далее, но про это мы в другой раз поговорим. Ну и в общем, по сути, здесь тоже два основных цвета. Это основной цвет предмета и теневая часть. Опять же, вот эта теневая часть, она сделана обычным там взмахом простым
То есть мы можем даже прям черный сделать. И при этом вот теперь, если мы будем накладывать на вот этот предмет какой-то цвет, вот сейчас с помощью фильтра посмотрим, то оно уже будет выглядеть более казуально. Ну, здесь вот просто тень у нас очень сильно темная получилась. Мы можем ее сделать помягче. И какой бы мы цвет, в принципе, не выбрали, они все будут более-менее смотреться чисто, и сама фигура будет смотреться более объемно, опять же, за счет вот этих теней. С падающими тенями то же самое работает, да? Опять же, если мы посмотрим на вот этот вариант, здесь у нас падающие тени нарисованы, вот тени от деревьев, которых мы не видим, они вот падают на на эту плоскость, и здесь у нас тоже очень мягкие переходы, то есть здесь у нас более жесткий переход, более мягкий и так далее. То есть вообще, когда вы вот рисуете вот этими кистями заготовленными, то есть вы можете чередовать жесткость тени, например, вот здесь, где у нас тень соединяется, да, с самим предметом, то у нас могут быть там более жесткие тени, поэтому мы берем с помощью ластика, берем самую жесткую кисть, делаем поменьше размер, и в этот момент мы делаем более жестким и четким. На самом деле вот как раз таки чередование жестких теней и плавных теней у нас и создается впечатление реалистичных теней. И то же самое вот здесь, да, мы видим здесь на переходе, мы можем сделать более жесткую тень, потому что вот она вот здесь соприкасается с предметом. И вот такие вот тонкие моменты как раз-таки создают вот эту иллюзию глубины и иллюзию того, что у нас все предметы более объемные становятся, и нам проще работать с цветом, и то же самое, нам проще работать с какими-то интерфейсами, например, если мы кнопку просто делаем и так далее. Вот, давайте теперь вкратце рассмотрим, если мы включим, опять же, вот эту тень. Мы видим здесь очень такая плавная тень, мы как бы одним взмахом, опять же, это сделали, она очень ровная, без каких-то лишних штрихов. Здесь мы от обратного пошли, у нас сама форма темная получается, но мы рисовали более светлое пятно, но так как мы, опять же, ту же самую кисть использовали, мы видим здесь очень хороший переход такой. И то же самое на всех частях, да, мы добавляем. И мы видим более объемную картинку. Ну и то же самое, общий градиент добавляем отдельным слоем. Ну, в данном случае я просто на группу сделал маску и использовал вот эту кисть. Она самая мягкая, да, на всякий случай напомню. И здесь вот рефлексы. Мы тоже добавляем рефлексы, и как видите, здесь вот тоже в каком-то месте у нас плотнее получается край, то есть он более жесткий, да, мы можем еще более жестким сделать. Но опять же, если вы будете это обычной кистью делать, да, эффект не такой получится. Особенно это будет видно при работе с цветом. Но опять же, здесь вот мы можем попробовать включить вот эту настройку с фильтром и можем получить несколько цветов. И как видите, здесь никаких нету режимов смешивания слоев, там мы не выбираем ни Overlay, ни Color Dodge там, и так далее. Но при этом, как вы видите, вот здесь, на этом переходе, есть такая иллюзия, есть впечатление, что цвета на переходах, он более контрастный и более насыщенный. Вот нам как раз-таки и это нужно, мы этого добиваемся. И в итоге, если все вместе резюмировать, то рисование таких казуальных картинок становится настолько простым, что вы просто берете какой-то предмет, самое главное вам определиться с формой, и просто-напросто вы берете одну кисть, добавляете теневую часть, потом берете общий градиент с помощью самой мягкой кисти, и у вас уже картинка выглядит более казуальной и более реалистичной тени, да, у нас получается. И вот напоследок, наверное, посмотрим еще раз на вот эту картинку. Она довольно быстро нарисована, и если мы посмотрим даже вот на вот этот стаканчик, здесь вот у нас есть самый светлый участок, он нарисован тоже
Ну, это больше выглядит сейчас как блик, хотя бумажный стаканчик, да, но все равно для казуальной графики это больше подходит. Но вот здесь переход настолько плавный, что изначально, когда мы рисуем обычной круглой кистью, мы можем просто не заметить этот переход. То есть мы, когда рисуем, у нас может глаз замылиться там, и так далее. Но как раз когда вы пользуетесь вот этой кистью, вот этими кистями, вы можете изначально определить, что здесь у нас самая теневая часть будет, да, здесь у нас переход. А все остальное вы делаете вот этой кистью, то есть более плавные переходы получается. И вот опять же, когда вы с цветом будете работать, какой бы вы цвет ни выбирали, он всегда будет получаться более приятный. Конечно, это не стопроцентная вероятность того, что у вас прям супер казуальные сразу предметы будут получаться, потому что все-таки от композиции много всего зависит, от того, как вы расставите предметы, как вы будете там распределять правильно цвета. Тем не менее, если вы даже будете вот с помощью этой кисти поэкспериментируете, поймете, как это в целом работает, и потом уже можно и в принципе обычными кистями рисовать. Главное, чтобы вы понимали этот принцип. То есть просто, возможно, некоторые моменты обычной кистью у вас займет на это много времени, например, придется в несколько штрихов делать, например, вы сделали один штрих, видите, что недостаточно плотно по краям, там вы сделали другой штрих, потом вы можете увидеть, что он недостаточно жесткий в каком-то моменте, и вы начинаете подправлять. Но опять же, это требует опыта. И возвращаясь к самому началу и резюмируя все в целом, не забывайте про то, что штрихи и все линии, они должны быть максимально ровными. То есть, если вы, опять же, рисуете какую-то теневую часть, то желательно это делать одним мазком или штрихом. Например, мы видим, что здесь у нас круглая часть. Вы стараетесь сделать очень ровную линию и там добавляете какой-то другой цвет, опять же, старайтесь максимально ровно одним штрихом, чтобы весь край был очень ровным. И то же самое с какими-то рефлексами, дополнительными источниками освещения. Например, вот здесь хотите сделать дополнительный свет. Вы опять же либо прямыми линиями, либо очень ровно старайтесь сделать рефлекс. Вот, в принципе, на этом все. Я надеюсь, было очень понятно. Еще раз скачайте эти файлы. Это у нас просто для примера дополнительный, просто в другом освещении. Да? Для упражнения вот есть здесь вот у нас заготовленные вот такие вот формы. Попробуйте просто ради эксперимента взять на каждой из них, попробуйте сначала обычной кистью порисовать теневые части, да? А потом возьмете, скачаете вот эти кисти, которые вы установите сюда, да, и попробуйте то же самое сделать этими кистями. И увидите разницу, да, сверху и снизу, насколько реалистично выглядит нижний край и насколько реалистично выглядит верхний край с помощью вот этой кисти. Ну и, в общем, на своих предметах начнете какие-то эксперименты делать, и я думаю, что вы разницу почувствуете.